Добрый день, дорогие зрители моего канала! Сегодня мы будем плести вот такие серьги, достаточно простые в исполнении. Для этого нам понадобятся капроновые нитки двух оттенков, у меня красный и оранжевый, бисер, который мы будем вплетать, и также им мы будем расшивать нашу работу, бусины для расшивки, это 6 мм, и по бокам 4 мм, вот здесь. Это мы будем уже в конце расшивать работу после того, как ее полностью сплетем и соберем. У меня есть небольшая просьба к моим подписчикам. Если вы будете плести изделия по моему мастер-классу, то оставляйте, пожалуйста, ссылку либо описание под вашими фотографиями. Мне будет приятно их увидеть и посмотреть, что же у вас получилось. Также, если вы впервые на моем канале, то не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых мастер-классах. Ну что же, давайте приступим к плетению. Так как для многослойных схем достаточно тяжело писать описание, я буду плести вместе с вами полностью эти серьги. Для начала мы должны сплести одним челноком основу нашей сережки. Также, кстати, в этом видео мы протестим новые мои челноки, которые я сделала своими руками. Если вам вдруг интересно, как можно сделать такие челноки, ссылку я оставлю под видео в описании. Вы всегда сможете посмотреть. Так, откладываем пока что один челнок и начинаем плести первый элемент. Для начала мы должны надеть на нитку 10 бисеринок, которые мы будем вплетать в процессе плетения. Итак, плетем первое колечко 10 пико 10. Не забываем, что мы должны вначале заправить концы ниток. Следующее колечко у нас будет 7 пико 4 пико 11. Плетется оно без использования бисера. После первых 7 узлов мы выполняем соединение. Накладываем колечко 10 пико 10 на сплетенные узелки. Аккуратно проходимся через пико и выполняем соединение. Далее плетем 4 узла. Делаем пико и 11 узелков. Плетем следующее колечко 8 пико 5 пико 12. Также это колечко плетется без использования бисера. После первых 8 узлов мы должны выполнить соединение. Я закончу плести первых 8 узелков. Выполняем соединение. Далее плетем 5 узлов. Делаем пико. И доплетаем 12 узелков. Вот что у вас должно получиться. При плетении следующего колечка мы должны вплести 5 бисеринок с одной стороны и с другой. Они у нас будут вплетаться как бы с двух нитей. Подгоняем 5 бисеринок. Остальные 5 мы будем подгонять в процессе плетения. Начинаем плести вначале 9 узлов. Теперь выполняем соединение. Плетем один узел. Теперь подгоняем бисеринки с одной стороны нитки и также еще с другой. Плетем один узел. Далее опять одна бисеринка с одной и с другой стороны. Еще один узел. И так вплетаем все 5 бисеринок.
Далее делаем пико. И доплетаем еще 9 узелков полных. Дальше схема у нас будет повторяться. Полностью плетение я показывать не буду, потому что с соединением колечек и так все понятно. Мы просто должны сплести в зеркальном отражении точно такие же 3 кольца. Теперь отрезаем кончик нитки, заправляем его. Следующий мотив, который мы будем плести, это дуга. Для начала мы должны связать концы ниток и начинаем плести первое колечко 5 пико 5. Не забываем, что нам нужно также заправить концы ниток. Вот что у вас должно получиться. Маленькое кольцо 5 пико 5. Меняем ведущие нити местами и начинаем плести дугу, которая состоит из 20 узлов. 20 узелков я сплела. Теперь берем ранее сплетенный мотив, подкладываем его и вместо соединения первого и второго колечка, покажу вам немножко поближе, вот, и вместо соединения первого и второго кольца вот в это место мы должны присоединить нашу дугу. Дальше плетем дугу из 8 узелков. Соединяемся теперь между вторым и третьим колечком. Далее плетем 9 узлов. Соединяемся между третьим и четвертым кольцом. Плетем 22 узла. Выполняем соединение между четвертым и пятым колечком. Далее плетем 9 узелков. Далее выполняем соединение между пятым и шестым кольцом. Теперь плетем 8 узлов. Соединяем между шестым и седьмым колечком. Теперь плетем 20 узлов. Отрезаем нить и доплетаем челноком с красной нитью колечко 5 пико 5. При этом отрезанную нить от дуги мы заправляем в самом плетении. И вот такой элементик у вас должен получиться. Теперь мы сплетем следующий мотив, который также будет плестись двумя челноками. Состоять он будет из колец и дуг. Связываем кончики ниток. Кольца мы будем плести оранжевой нитью, а дуги красной. Плетем первое колечко 5 пико 5.
Меняем нить местами и плетем дугу из 10 узлов. Снова меняем нить местами и плетем большое колечко, состоящее из 15 узлов пико 15. Меняем челноки местами и плетем снова дугу из 10 узелков. И оранжевой нитью мы должны доплести колечко 5 пико 5. И вот такой вот мотивчик у вас должен получиться. Далее мы должны взять предыдущий наш мотив и подкладываем наш новый сплетенный элемент. Просто накладываем сверху для начала. Далее мы заводим кольца 5 пико 5 в боковые первые колечки от первого элемента. С лицевой стороны на изнанку, с одной и с другой стороны. Далее, вот эти боковые колечки вместе с дугой мы должны завести в промежутке под дугой от мотива, который мы только что сплели. Заводим с лицевой стороны на изнанку. Раз, с одной стороны. И точно так же в промежуток под дугой 2. Пока что у нас дуги и кольца не зафиксированы, но это ничего страшного. Следующим элементом мы как раз сплетем фиксацию для этих дуг и колец. Пока можем отложить, переворачиваем изнанкой. Вот, кстати, это у меня изнанка получилась. А вот это лицевая сторона. Пока что все криво, но в процессе расшивки это все у нас исправится. Опять связываем концы ниток. Теперь уже колечки у нас будут красного цвета, а дуги оранжевого. Вначале мы должны сплести кольцо 5 пико 5. При этом после 5 первых узлов мы должны выполнить соединение с нашим ранее сплетенным мотивом. Теперь подкладываем нашу работу. И здесь мы должны аккуратно пройтись через 2 пико. Вначале проходимся, можно перевернуть вот так вот, чтобы было удобнее. Вначале прихватываем пико от красного колечка 5 пико 5. Потом прихватываем кольцо оранжевое и аккуратно соединяем с нашим новым сплетенным колечком. Доплетаем еще 5 узелков. Далее колечки мы укладываем, чтобы они были прижаты у нас к работе. И начинаем плести дугу, которая состоит из 20 узелков. Плетем ее оранжевой нитью. Отрезаем оранжевую нитку от дуги. Ненужный челнок можно отложить в сторону. Переворачиваем работу и начинаем плести первых 5 узлов. Не забываем, что нам также нужно вплести оставшийся кончик от дуги. Сплели 5 первых узелков, и теперь аккуратно мы должны выполнить соединение с двумя нашими колечками. Опять точно так же вначале проходимся в красное кольцо, прихватываем его,
запеку. Выполняю аккуратно соединение. Через 2 пеку. Доплетаю оставшихся 5 узелков и затягиваю кольцо. Все, с плетением мы закончили. Вот посмотрите пока что у меня получается. Я аккуратно расправила. Это у меня лицевая сторона, а вот это изнанка. Пока что все дуги еще не зафиксированы. Надеваем теперь нитку в иголку и начнем расшивать. Для начала нам нужно расшить серединку нашей сережки. Для этого в основание колечка 15 пико 15 мы вводим иглу. Она у меня бисерная, поэтому ее немножко плохо видно. Далее мы должны надеть 1 бисеринка, большая бусина и еще 1 бисеринка. Вот видите, я нанизываю. Вводим ее в основание, где у нас есть пико, вшиваем. И также зацепляемся за основание центрального колечка первого элемента, куда у нас вплетен бисер. Вот. Далее мы должны аккуратно, перевернув работу, пройтись еще раз в обратную сторону через все наши вшитые бисеринки. Теперь фиксируем кончики ниток и приступим к расшивке боковой части. Итак, для начала мы должны пройтись в основание колечко 5 пико 5 от последнего элемента, который у нас был сплетен, вот здесь. Надеваем бусинку, у меня это 4 миллиметра, и проходимся в основание оранжевого кольца. Далее мы аккуратно подтягиваем и возвращаемся через бусинку назад, фиксируем кончик нитки. Все, здесь мы больше ничего не делаем. Точно так же мы сделаем и с другой стороны. Прячу аккуратно хвостики, чтобы их было незаметно. Ну что же, наш мастер-класс подошел к концу. Я очень надеюсь, что вы нашли что-то интересное и новое для себя. Если вам понравился мой мастер-класс, то ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. А на сегодня я прощаюсь с вами. Всем пока!